Приветствую всех зрителей на канале Панцергренадера. В этом видео мы рассмотрим состав и вооружение пулеметной роты Вермахта, которая составляла основу огневой мощи пехотного батальона. Данное подразделение по-другому еще называют ротой тяжелого вооружения, а на немецком языке оно звучит как Maschinengewehr-Kompanie. По штату 151C пулеметная рота состояла из следующих подразделений: группы управления 15 человек, 3 пулеметных взводов по 36 человек в каждом, взвода средних минометов 56 человек, тылового конного вещевого отделения 6 человек и отделения обеспечения 14 человек. Структура Maschinengewehr-Kompanie во многом схожа со структурой стрелковой роты, только вооружение посерьезнее. Рассмотрим детальнее каждое подразделение. Начнем с группы управления, которая на немецком языке звучит как Gruppeführer. Она состояла из командира роты в звании от обер-лейтенанта до гауптмана и отделения управления роты. Kompanietrupp. Командир пулеметной роты был вооружен пистолет-пулеметом МП-40 и пистолетом. Из средств передвижения в его распоряжении было 2 верховых лошади. Командир отвечал за постой войск, обрабатывал всю информацию о потерях в живой силе, лошадях и технике, делал заявки на пополнение и снабжение батальона, а также отвечал за поддержание боевого духа личного состава. Если пулеметная рота вела бой, то командир роты отправлялся на передовую, оставляя на командном пункте своего заместителя. Kompanietrupp возглавлял командир в звании от фельдфебеля до оберфельдфебеля. Он был вооружен пистолет-пулеметом МП-40, а передвигался на верховой лошади. Ему помогали унтер-офицер наблюдательной службы, оснащенный стереотрубой, и командир снабжения роты. Оба в качестве личного оружия использовали пистолеты П-08 или П-38, передвигались на верховых лошадях. В состав отделения управления роты входило 7 посыльных в звании дагефрайтера. Все они были вооружены винтовками карабинер 98К. Первый посыльный передвигался на верховой лошади и исполнял обязанности ротного гарниста. 3 других были одновременно телефонистами и оснащались соответствующим оборудованием: коммутаторами, телефонными аппаратами, кабелями для связи. В Kompanietrupp также числилось 2 велосипедиста, коневод для офицерских лошадей и кучер, управлявший двуконной повозкой. Все 4 имели звание дагефрайтера включительно и вооружались карабинами. На конную повозку иногда устанавливалось 2 спаренных пулемета МГ-34. Теперь подробно рассмотрим состав и вооружение пулеметных взводов, которые на немецком языке звучат как Maschinengewehrzug. Как и стрелковые взводы, их возглавляли офицеры в звании от лейтенанта до обер-лейтенанта. Командиры были вооружены пистолет-пулеметами МП-40 и пистолетами. Для передвижения обеспечивались верховыми лошадьми. В каждом пулеметном взводе было свое отделение управления, которое на немецком языке звучит как Zugtrupp. Подразделение возглавлял заместитель командира взвода, имевший звание унтер-офицерского состава. Ему помогал унтер-офицер наблюдательной службы. Оба были вооружены пистолетами и передвигались на верховых лошадях. Обязанности курьеров исполняло 3 посыльных, один из которых передвигался на лошади. Второй по совместительству был гарнистом, а 3 светосигнальщиком. Все 3 вооружались винтовками карабинер 98К. В отделении управления также числилось 2 мессмана, наблюдатели и телефонисты одновременно. В качестве личного оружия они использовали пистолеты. 5 последних представленных солдат имели звание дагефрайтера включительно. В каждом пулеметном взводе числилось 4 пулеметных отделения, которые на немецком языке звучат как Maschinengewehrgruppe. Они состояли из 7 человек. Командир отделения, имевшего звание унтер-офицерского состава, вооружен был пистолет-пулеметом МП-40. Наблюдателя в звании дагефрайтера вооружен был пистолетом, пулеметного расчета из 4 человек и кучера, управлявшего конной повозкой. Последний был вооружен карабином. Конная повозка использовалась для перевозки пулеметного станка, оптического прицела, ящиков с патронами и другого армейского имущества. Камераден, я решил создать канал Панцергренадера в Телеграме. Приглашаю всех желающих подписаться на него. В Телеграме я публикую редкие раскрашенные фотографии с подписью, штатные структуры различных подразделений в наглядном виде,
информационные посты про выдающихся военных личностей, красочные арты боевой техники и вооружения, рисунки униформы и снаряжения солдат различных родов войск, а также все видеоролики, которые выходят на Ютубе. Ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании под видео и в закрепленном комментарии. Присоединяйтесь к сообществу самых активных зрителей проекта «Панцергренадер». Рассмотрим подробнее организацию пулеметного расчета и функции каждого солдата. Первый слева на слайде – наблюдатель-дальномерщик, оснащенный специальным оптическим прибором, позволяющим находить важные цели на поле боя и достаточно точно определять расстояние до них. Он был вооружен пистолетом П-08 или П-38. Второй слева – командир пулеметного отделения. Его задача была координировать действия подчиненных и управлять огнем пулеметного расчета. Командир имел звание унтер-офицерского состава и вооружался пистолет-пулеметом МП-40. Огонь из пулемета вел стрелок номер 1. В его обязанности также входили переноска и обслуживание оружия. Из дополнительного вооружения он имел пистолет. Стрелок номер 2 на слайде лежит на земле. Подавал и придерживал пулеметную ленту во время стрельбы. Его задача также заключалась в переноске станка на спине. В качестве личного оружия использовал пистолет П-08 или П-38. Крайние справа на слайде – стрелки номер 3 и 4, занимавшиеся подносом боеприпасов. Каждый солдат нес по 2 ящика на 250 патронов. Всего на пулеметный расчет выделялось 2500 патронов. В обозе находилось еще 1000 патронов. Благодаря трехкратному оптическому прицелу и регулируемому станку прицельная дальность МГ-34 увеличивалась до 2 километров. Последним боевым подразделением в Maschinengewehr Company был взвод средних минометов, который на немецком языке звучит как Schwerer Granatwerferzug. Это самое многочисленное подразделение пулеметной роты. Его возглавлял офицер в звании от лейтенанта до обер-лейтенанта, вооруженный пистолет-пулеметом МП-40 и пистолетом. Для передвижения он имел в своем распоряжении верховую лошадь. В составе взвода средних минометов числилось отделение управления Zugtrupp. Оно состояло из 4 человек. Командира, имевшего звание унтер-офицерского состава и вооруженного пистолетом, и 3 курьеров, вооруженных винтовками карабинер 98К. Первый посыльный одновременно исполнял обязанности телефониста, второй – взводного гарниста, третий – светосигнальщика. Schwerer Granatwerferzug включал в себя 3 минометных отделения по 17 человек в каждом. Возглавляли подразделения командиры, имевшие звание унтер-офицерского состава. Каждый из них был вооружен пистолет-пулеметом МП-40. Управлять минометными отделениями им помогали миссманы, выполнявшие функции наблюдателей, и телефонистов одновременно. Они имели звание дагефрайтера включительно и вооружались пистолетами. В каждом Schwerer Granatwerfertrupp числилось 3 кучера, управлявших 3 повозкам с лошадьми, 2 из которых были одноконными. Повозки использовались для перевозки минометов, боеприпасов и прочего армейского имущества. Все кучеры вооружались карабинами. Каждое минометное отделение в своем составе имело 2 минометных расчета по 6 человек. Командир в звании до унтерфельдфебеля координировал действия своих подчиненных и занимался поиском подходящих целей на поле боя. Вооружен был пистолетом П-08 или П-38. Ему помогал командир миномета в звании до обергефрейтера, также вооружавшийся пистолетом. Обязанности оставшихся солдат распределялись следующим образом. Первый занимался наведением 8-сантиметрового миномета, второй заряжал орудие, третий и четвертый подносили боеприпасы. Наводчик и заряжающий вооружались пистолетами, а подносчики мин – винтовками. Стандартный боекомплект 8-сантиметрового миномета предусматривал 48 выстрелов, 15 из которых находились в боевой готовности. Тыловые службы пулеметной роты были представлены 2 подразделениями – отделением обеспечения Gefechtstross и тыловым конным вещевым отделением Verpflegungstross. Тыловые службы занимались перевозкой имущества роты, медицинским обслуживанием, приготовлением пищи, ремонтом оружия и служебным делопроизводством. Старшиной Gefechtstross был начальник всех тыловых служб роты в звании Гауптфельдфебель. Из вооружения он имел только пистолет. Гауптфельдфебель отвечал за организацию качественного снабжения и четкое распределение отпусков.
Для передвижения обеспечивался верховой лошадью. Вторым унтер-офицером в отделении обеспечения был оружейный мастер, занимавшийся ремонтом и обслуживанием оружия, вооружался пистолетом, передвигался на велосипеде. Реальным командиром Gefechtstross был третий унтер-офицер, исполнявший обязанности счетовода. Вооружался карабином, передвигался на лошади. За техническое оборудование пулеметной роты отвечал четвертый унтер-офицер. Он также вооружался карабином, но передвигался на велосипеде. В отделении обеспечения числилось еще два унтер-офицера. Первый занимался кузнечным делом, а второй – медицинским обслуживанием. Оба в качестве личного оружия использовали пистолеты. Санитар для передвижения обеспечивался велосипедом. В состав Gefechtstross также входили писарь, занимавшийся делопроизводством роты, два помощника оружейника, помощник кузнеца и два повара. Все пятеро вооружались пистолетами. Повозкой с полевой кухней управляло два кучера в звании доггефрейтера. Вооружались карабинами. Последнее подразделение пулеметной роты, Verpflegungstross, было самым малочисленным. В его составе было всего 6 человек, два унтер-офицера, обеспеченных велосипедами, два обозных, и два кучера в звании доггефрейтера, управлявших двумя двуконными повозками с армейским имуществом. Все солдаты этого подразделения были вооружены винтовками карабинер 98К. Итак, мы рассмотрели полный состав Maschinengewehr-Kompanie. Теперь подведем итоги. Общее вооружение пулеметной роты состояло из 21 пистолет-пулемета, 92 пистолетов, 91 карабина, 6 средних минометов и 12 станковых пулеметов. Для сравнения приведем численность вооружения стрелковой роты красным цветом. Как видим, в Maschinengewehr-Kompanie больше пистолет-пулеметов и пистолетов, но меньше карабинов. Это объясняется тем, что пулеметные и минометные расчеты вооружались преимущественно пистолетами, а не карабинами, как обычные солдаты. Из транспортных средств в пулеметной роте полагалось 9 верховых лошадей, 25 конных повозок, включая полевую кухню, и 7 велосипедов. Для сравнения красным цветом обозначим численность транспортных средств Schützenkompanie. Сразу бросается в глаза большая разница в конных повозках. Причина простая. Для транспортировки тяжелого вооружения требовалось больше логистических ресурсов. Личный состав пулеметной роты вермахта состоял из 5 офицеров, 39 унтер-офицеров и 155 солдат. Какие выводы можно сделать из всего ранее сказанного? Maschinengewehr-Kompanie имела 4 боевых подразделения и всего 2 тыловых. Такой баланс сил позволял пулеметной роте обладать солидной огневой мощью и при этом оставаться достаточно автономной и мобильной на поле боя. На этом у меня все. Если видео было для вас интересным, рекомендую посмотреть другие ролики, в которых сравниваются боевые возможности стрелковых рот вермахта и Красной армии. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Спасибо за внимание.